Почти 5 миллионов долларов Кумтор планирует направить в этом году на социальную поддержку населения Иссык-Кульской области. Первые объекты, получившие помощь, были открыты в нескольких селах. В музыкальной школе появились инструменты, модернизирован швейный цех и восстановлена детская площадка. А у женской сборной по футболу появилась надежда на большие победы. Подробности далее. Нестройный хор детских голосов под аккомпанемент новенького синтезатора. Только это говорит о том, что здесь находится музыкальная школа. Ведь снаружи это обычная приземистая постройка 30-х годов прошлого века, каких много в селе Тамга на южном берегу Иссык-Куля. Новые музыкальные инструменты и парты здесь появились впервые за долгое время. Ровно как ремонт не удалось бы сделать без помощи инвестора. Зато на презентацию обновленной школы приехали депутаты парламента. Думаю, наверное, до конца надо бы делать, да? Вот полы, смотри, какие они. Осмотрев школу и дав ценные указания на то, что еще нужно сделать, парламентарии решили внести и свою лепту – 8 тысяч сомов. Сумма, особенно в сравнении с затратами Кумтора на школу – 89 тысяч сомов, пусть и небольшая, но может ее хватит, чтобы застелить линолеум хотя бы в 2 учебных классах. Если мы были бы как Кумтор, столько денег привез бы, ну что сделаешь? У нас зарплата 8 тысяч привезли. Музыкальная школа – это далеко не единственный объект, нуждающийся в помощи. Этому детскому садику руководство золоторудной компании подарило кровати и мебель и оказало материальную поддержку на 20 тысяч сомов. На фоне нашего государственного бюджета, скудного такого, конечно, Кумтор оказывает очень большую помощь. Особенно в Иссык-Кульской области вот 1% помощь. Это, конечно, неоценимая помощь. Следующий объект – швейный цех в селе Барскоун. Предприятие маленькое, всего 5 новых швейных машинок. Но качество продукции от этого не страдает нисколько. Одежду, тушоки, шторы, ассортимент на любой вкус и цвет. Для регионов подобные предприятия чуть ли не единственный источник рабочих мест. И хотя государство само должно озаботиться развитием промышленности и инфраструктуры, чиновники надеются только на инвесторов. Надо вот чистую воду надо вести. В Тамге тоже вот чистая вода очень проблемная. И я бы пожелала бы в компании, чтобы построили большую швейную фабрику для Иссык-Кульской области. Выцветшие лодочки и остатки металлических конструкций – это все, что осталось от детской площадки в селе Кызылсу. Теперь здесь появились новенькие, свежевыкрашенные качели и горки. А зимой на этом месте обещают залить каток. Все это также подарок Кумтора на 500 000 сомов. В этом году около 5 миллионов долларов. Это будет на проекты. Например, у нас проект «Молодежный банк», где группа молодых людей, они могут отдать грантов другим молодым людям, чтобы начинать развивать свой проект. О женской сборной по футболу города Каракол Кыргызстан не слышал уже почти 2 года. Причина банальна – отсутствие денег. Теперь у спортсменок новая экипировка и надежды на победы. В апреле в городе Ош пройдет чемпионат республики по футболу. Но попадет ли туда команда – вопрос стоимостью 78 тысяч сомов. Я сейчас обратился уже с 10 письмами в различные компетентные организации. Может, с мертвой точки тронется что-то, увидев, что и Кумтор так сильно нам помог. Впрочем, не для камеры люди признаются, что рассчитывать на помощь властей и оббивать пороги госучреждений давно перестали. Уже слишком безнадежно это дело. Что и говорить, если и сами чиновники рассчитывают только на поддержку со стороны иностранного инвестора.